мужественные черты, то есть у него, например, вагина, но нет груди, и там растет борода, волосатое тело, то у тебя, наверное, это не привлечет То есть его. Кончита Вурст не Потому что она... Вот он хочет хуя или хочет пизды, и вот он прям хочет вот эти вот гениталии, хочет вот это вот. Либо ты верен своему партнеру, либо ты идешь заниматься сексом. То есть, ну, если ты вот... Я верен всем своим партнерам и иду занимаюсь сексом. Не было, мы целовались с девочкой, а потом я приходил домой, мастурбировал на гей-порно, то есть... Мне вообще-то уже сделали предложение. Что? Да. Снова в эфире. Меня зовут Олег. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. У нас сегодня будет весело, интересно, жарко. У нас сегодня в гостях Стас. Снова. Приветик. У нас сегодня снова в гостях Марк. Давно мы тебя не видели. Марк, привет. Нет. Рядом с Марком Том. Посмотрите Тома. Поставьте, ребята, поставьте лайк, ребята, за то, что Том сегодня с нами. И также с нами здесь Коля из Питера. Да. Ну что ж, у нас на самом деле заготовлена тема, к которой, я думаю, мы перейдем через пару минут. Мы будем говорить про бисексуальных парней, потому что когда ты, в общем-то, стопроцентный гей, тебе сложно понять вообще, кто такие бисексуалы, откуда они берутся, почему они вообще бисексуалы. Ну, то есть, и вопросов на самом деле не меньше, чем у натуралов к геям, да, почему они геи, и как они это поняли, и вот это все. Вот. А кто среди нас бисексуал, хочется сразу понять. Что? Кто-то среди нас есть... Ага, понятно. Вот, Том у нас как раз-таки бисексуал. Ну, давайте мы тогда и сразу передадим слово Марку и Тому. Ну, давайте с Марка начнем. Вообще, как давно вы вместе? Я так понимаю, что это твой бойфренд. Вот мы теперь его можем увидеть. Вообще классный, кстати, прикид. Я про маску, да. Ну, мы сколько вместе? Уже 2 года. Да, больше 2 лет. И какие там еще вопросы были? Ну, как вам вообще живется вместе? Слушай, да неплохо. Вроде как все отлично. На самом деле мне мало есть на что жаловаться. Мне кажется, что ему больше есть на что пожаловаться, чем мне. Слушай, но помимо ваших отношений, вы и совместный как бы контент делаете, я правильно понимаю? Да. То есть у вас такой семейный бизнес, так сказать. Ну, с бизнесом это сложно назвать, ну да. А что за Ну, контент? Я вот вообще не знаю, если честно. Ну, порно-контент, все дела. Типа OnlyFans ведете. Ну да, OnlyFans, Pornhub, вроде все пока. Ну, Twitter, все вот это сопутствующее. слушайте, а Pornhub тоже платит деньги? Да, но там такие копейки на самом деле капают. То есть там, короче, платят. Но меньше, чем YouTube, например. Стас, ты бы хотел себе такого бойфренда, с которым вы бы контент делали? У Мне меня кажется, был все время... такой. А был, да? Прям бойфренд? Мы с ним, мы вместе жили, как мы с ним снимали, так еще мы выезжали, и он снимал меня с другими. То есть вот такая была история. Класс. Марк, у вас тройнички и всякое такое бывает? Нет, самое такое откровенное в нашей жизни это было, когда мы поехали на съемку. Это была единственная съемка с другими людьми, то есть там было 2 оператора, и они, короче, мы занимались сексом, а они что-то снимали. Ну то есть, они были просто операторы. Ну да, они были операторами, не участвовали в процессе, ничего. Ну то есть третьего человека в нашей в постели не было. Слушай, а вообще с точки зрения контента, вот я как потребитель, да, ну или, надеюсь, будущий, так сказать, производитель этого контента, мне кажется, что новые лица всегда как бы нужны. А в вашем случае, то есть человек, который подписывается, да, на ваши аккаунты, он видит вас двоих, ну или там по очереди, по одному, и как бы всегда, вы одни и те же. То есть вам нужно как-то крутиться по-новому, что-то придумывать, какие-то новые форматы. Слушай, я на самом деле смотрю на эту точку, с другой точки зрения, что
я как тоже как потребитель, я еще и как-то занимаюсь тем, что там кого-то продвигаю в этом плане, что-то публикую. И я вижу, что у некоторых есть запрос на какую-то семейную вот эту тему в том плане, чтобы на экране было постоянно, например, два человека. Я знаю, что была пара там Злив Гудель и его парень. Злив, да. Зильф. Зильф. И его Рот. парень. И они типа постоянно снимали только вместе, там кучу-кучу лет, то есть, по-моему, больше 5. Потом расстались, и вот этот актив, который был, он начал снимать за другим парнем, и на него полился какой-то хейт со стороны фанатов. То есть я думаю, что все просто зависит от аудитории. Кто-то предпочитает, чтобы были какие-то новые лица, а кому-то норм, ну, кто-то любит что-то другое. Ну, я могу сказать, что мне бы, в принципе, такой вариант подошел, потому что вот мы обсуждали в предыдущих эфирах, что, в общем-то, когда ты в отношениях долго с одним человеком, то, в принципе, секс становится рутиной. Но когда вы вместе снимаете контент, то вы как будто бы должны что-то новенькое все равно придумать, ну, хотя бы ради контента. И от этого вроде бы уже не так скучно, и отношения могут продлиться гораздо дольше, предположим, по крайней мере, сексуальные. На самом деле, да, то, что я, например, просматриваю свой контент иногда и такой, о, что-то уже там 3 видоса примерно одинаковых, надо что-то поменять локацию, применить какие-то новые там штуки, не знаю, какой-то новый формат просят. Я видос записывал экспериментально, там, где делал типа поход, и там, где мы в походе занимаемся сексом, то есть мы пошли на В природу. палатке? Ну, нет, это было Типа, конкретно на природе, ну, как кемпинг, не знаю, как да, хайкинг. да. Да, и мы там, это был влог, то есть я еще и общался условно со зрителем, что-то, ну так, рассказывал минимально, ну то есть это поменяло формат, и на Круто. самом деле Это очень была круто. реакция хорошая на это. Это очень круто. Блин, я уже хочу посмотреть. Стас, ты прикинь? То есть у них была не просто ебля, а он типа ведет блог. Вот как ты смотришь YouTube, типа, да, вот мы пошли, вот мы там то, и это плавно перетекает в секс. Это вообще Ну, круто. вообще, я считаю, что это крутая бизнес-модель. Ну, только если еще вести... Я вот знаю две такие пары, они живут в Америке, и они ведут YouTube-блог, и типа они вот ведут там туда-сюда, и тут они такие типа снимают контент, как они там пошли покупать одежду, и заходят в раздевалку, и там типа намек на порно, и тут такая раз перебивка, типа, посмотрите эту вставку, типа, на OnlyFans, и дальше идет влог. И вот такие Ты штуки. про Я считаю, что экстремальчиков говоришь? Я не помню, я на него подписан, я сейчас не скажу, как его зовут. Знакомая, потому что я тоже видел такое, что они там Один и в бане ходили. один в очках, а второй такой сладенький прям Но сильно. я на самом деле больше их порно-контент видел, и там они не особо лиц показывают, по-моему. Ну, мы, может, про разных просто говорим. Может быть, может. Это такая программа за стеклом. Это прям круто, потому что, ну, типа, Ты люди видишь даже и жизнь, не и... подписаны на твой OnlyFans, даже потом, ну, типа, и не думают на него подписаться, а тут как бы тебя контент подводит к этому. Но тут нужно прям максимально быть открытым. То есть все хотят смотреть love stories, потому что у меня все видео, где я выкладываю, как я с кем-то целуюсь, например, они набирают в 50 раз больше просмотров, потому что все хотят вот этой любви, хотя бы на экране там, и вот это все как Да, бы... многих эмоций цепляют. Не просто долбежка, а конкретно, чтобы была какая-то химия между партнерами на экране. Я тоже замечаю, что когда смотрю какой-то контент, то я... Если нет химии ну, между актерами, то что-то не то. То есть не такое удовлетворение ты моральное даже получаешь, когда смотришь порно, если нет химии. Ну вот, у вас есть как точка роста. Когда-нибудь он снимет маску, и у вас еще все в гору пойдет. Подожди, а вы не целуетесь на видео? Целуемся. Но лица-то не видно или видно? Нет. Лица нет, лицо он вообще не показывает. Слушайте, в наше время показывать лицо, ну, то есть понятно, что, хотя Коля рискует, наверное, если, откровенно говоря, показывая лицо, участвует в этом чате, но в целом мы знаем риски, на которые идем, кто-то готов, а кто-то нет. И каждому можно понять, наверное. Но это ваша основная деятельность, вот что вы, ну вот вы... Нет, это просто хобби, то есть я всегда этим занимался, то есть там долгое время. Ну, у нас есть основные работы, какой-то основной род деятельности, этим мы занимаемся просто, ну, в какое-то свободное время, когда есть желание. М.
Ну, наверное, как бы занимаясь этим как хобби, можно впоследствии это ну, сделать как источником дохода, как, не знаю, как проектом таким уже более серьезным. Это, наверное, даже неплохо, что такой как бы плавный старт, в том плане, что вы не сделали на это ставку и ждете сразу каких-то больших заработков. Я никогда не хотел заниматься этим постоянно и только этим, потому что это какого-то рода деградация. Поэтому это тоже всегда оставалось на уровне хобби, которое мне приносит удовольствие, какие-то там бенефиты. Вот. Но мне не хочется прям погружаться в это плотно там, и заниматься только этим. И у меня всегда была обычная работа, а это вот свободное время, как у ребят, можно было покреативить и какой-нибудь контент поснимать. Но у меня на самом деле на будущее есть план в том русле пойти, чтобы не на нас делать упор, а ну, сделать такую мини-студию. То есть мне Продюсерство. нужно, да, купить эти необходимые, боже, как это по-русски, технику и просто, ну, есть какие-то подвязки, что можно снять какую-то модель тут, какую-то две модели там. В Европе очень много русскоговорящих и просто, как, ну да, продюсерство какое-то. Ну вот, наконец-то, я столько эфиров говорил, что кто уже будет продюсировать, и все что-то говорили, что это неблагодарное дело, и наконец-то, вот, оказывается, Марк готов и Том этим заниматься. Супер. Вот, Марк, у тебя есть один претендент, Олег. Да я уже Олег. сам, наверное, буду разбираться, В уже какой ладно. момент Олег решил податься в порно? Давайте поговорим про бисексуалов. Вот так вот реально живешь и думаешь, и все время такой говоришь, ну, стрейты и геи. И вот как все время реально забываешь про то, что есть еще бисексуалы. И, честно говоря, я понимаю, что это, наверное, звучит некорректно, но какое-то ощущение, что как какие-то полумеры. То есть, ну, ты уже или стрейт, или ты гей. Ну, вот это я, как говорю, с позиции гея, да? Как оно на самом деле, Том? Как ты... Знаешь, такой первый вопрос, что на самом ли деле бисексуал является бисексуалом, или он просто гей, который как бы в этом не признается? Могу сказать за себя то, что я точно бисексуал, потому что я, ну, смотрю гетеросексуальное порно, смотрю лесбийское порно, и, ну, как бы, меня там бы не могло ничего привлекать, если бы там, если там нет ни одного мужчины, так что я себя определяю именно как бисексуал. Я периодически смотрю это натуральное порно. Я смотрю натуральное порно, потому что там хуи получше попадаются просто, чем в гей-порно. Только и всего. Ну, Это не окей, а значит, что что это насчет прав вообще. лесбийского порно? Ну, да когда был последний раз секс с женщиной? Или первый? Ну, я уже 2 года в отношениях, поэтому А до такого отношений у давно тебя не секс было. был чаще с мужчинами или с женщинами? У меня был, наверное, до 21 только с девушками. Потом я попробовал с парнем, и в этот промежуток времени я встретил Марка, и поэтому остался с ним. Ну и вот, как будто бы ответ на вопрос. Да, Стас? Ну, Нет, я Ну, у считаю, меня... что мы, во-первых, все бисексуальны по умолчанию, знаешь, типа заводские настройки у нас. Но в дальнейшем моменте ты как бы раскрываешься либо в ту, либо иную сторону. Но я не верю, что вот есть стопроцентные натуралы, которые вот прям 50 на 50. Все равно кого-то больше привлекают женщины, иногда они не прочь побаловаться с парнями. А есть те, которые больше с парнями, а иногда как бы и привлекают и девушки. Потому что сейчас сказал Том, звучит так, что он думал или чувствовал себя сначала как стрейт, а теперь как гей. Очень многие геи проходят такой путь от натурала через би и в итоге к гею. Потому что даже у меня было такое, Вот и когда мне там... б тоже на это... То есть у меня вопрос, вернется ли Том к женщинам после Марка? я не Подожди, вернусь может, к они будут жить женщинам, всю потому жизнь что я вместе, останусь с что-то Марком, сразу. как минимум. Нет, ну подожди, ну вопрос в том, хочет ли, не знаю, сейчас или в будущем Том секса с женщинами. Но да, меня девушки продолжают привлекать, и в Марке меня тоже привлекают какие-то женственные феминные черты. А, да, Вообще, я точно. заметил, вот очень часто бисексуалы хотят встречаться с женственными парнями. Вот в них вот эта какая-то двойственность, видимо, борется, и их вот привлекает вот такая история. Ну, один Ну, человек, но при этом
Такой Взято, феминный мальчик. взято лучшее от обоих миров. Ну да, Ну, такой девочка грудине. сюрприз. Трансухи тебя заводят, травести. Не травести это артисты, а именно трансы. Трансвеститы, да? Но опять Типа же, ну, женщина, согласен. которая вот грудью выглядит как женщина, ну, с членом такой вот, например. Ну, Или без. да, если этот человек достаточно женственный, то да, меня это заводит. А пусибои? А, уточни, что это? Это парни, Мужчина. которые меняют свои гениталии на вагину, но при этом остаются парнями. Не Да, и уверен. такое тоже есть. Я могу просто Нет, уточнить в этом это плане, что, наоборот. Это, что есть... это девочки, которые стали мальчиками. Короче, про то, что говорит Стас, ну, типа, Томас говорит о том, что его не привлекают именно мужественные черты ну, и в том, и в другом. То есть, если у девушки мужественные черты, то есть у нее, например, вагина, но нет груди, и там растет борода, волосатое тело, то у тебя, наверное, это не привлечет. Я так понимаю, да? Ну да. То есть Вот. Кончита Вурст не твой. Потому что она его Не мой возьмет. вариант. Так, хорошо. А у вас, ну, ты чисто актив? Униарт. Потому что вот уже прозвучало здесь, что почему-то бисексуалы часто пассивы, потому что они, типа, им приходится женщинами активничать, а хочется, типа, члена, поэтому они идут, и как бы тоже, когда я вижу там в Гриндере би-пассив, я думаю, блядь, ебанулся, как это может быть? Ну, типа, а он, ну, как просто ходит и добирает Но вот он этих... он от Ну да. одного пола получает одно, от другого другое. Все окей. Ну, вот, как бы, да, я потом это понял, и ну, как бы осознание пришло. Ну, я бы сказал, что я на 90% актив, а остальное уже... Ну, А что если ты брать что-то наш моментом... опыт, то у нас только один опыт был сексуальный, где я был в активной роли. То есть остальной наш секс это он актив. Так, и Тому как понравилось, это вот единственная попытка. Это было интересно. Хорошо, а вот эта приставка, мне всегда интересно, уни-актив. Это что значит, что ты типа в оральном сексе уни, а в анальном актив? Или как это? Вот что ты понимаешь под Не, уни-актив? ну это Или тот сколько единственный раз в Проц- пассивной роли заставил тебя написать... Кстати, что ты уни, ну да, процентное соотношение. Ну Мгм. да, на самом деле да, то есть я готов и побыть пассивом, но, как правило, я предпочитаю быть в активной роли. А в оральном сексе? А, Только оральный, это вообще относится к этому, Стас? Ну да, Подожди, есть, это слушай, про такие другое. геи-активы, которые не сосут, Не не дают, сосут? не делают Ой, вообще. ну эти Которые пусть дома вообще сидят. Ну так я так и не услышал, оральный секс у вас универсальным бывает? На 50/50, да. А, ну вот, значит, все-таки я правильно понял, окей. Я просто видео ваше не смотрел, поэтому приходится информацию сейчас в формате диалога Все добирать. окей. Слушайте, а можно будет ваши какие-то аккаунты оставить, где ребята могут посмотреть? Да, можно Твиттер, Все, Марк Бугаев и Томас Кейн. Там найдете. все отлично, оставим Хорошо, а ссылочки в вот у вас в вашей описании. вот паре, что вот там ты, Марк, женственный, Том любит это все, нравится, заводит, вот это все. У вас есть ролевые игры? Покупаете какие-нибудь секс-костюмы, что такая медсестричка там или что-нибудь такое? Ну, Олег спрашивал про то, что не предатель, и из-за того, что мы этим занимаемся, ну, этим продакшеном, то Марк часто экспериментирует с образами, и да, это достаточно часто, но прямо больше сильного отыгрыша у нас, ну, полноценных Да, игр то есть я не превращаюсь в медсестру с клизмой и начинаю отыгрывать. Это просто скорее какое-то, ну, переодевание, наверное, так. Да, у нас Ну, а в переодевание женское ты это... переодеваешься? Ну, у Да. одежды нет гендера. Ну, окей, ну, колготки, ну, как бы, давай признаем, что больше все-таки это женское. Ну, сейчас, да, раньше было нет. Ну, окей. Ну, да. Раньше, в смысле, в детстве? Нет, раньше типа в истории. Не, ну я имею в виду мы про сегодняшний, там, Ну, да, то первый есть выпуск. если так, то да. То есть у меня есть отдельная такая вешалка, там, где тупо вот наряды конкретно женского отдела. Как в гримерке центральной станции, типа, да, там уголок. Примерно. Слушайте, но
Я не знаю, в вашем случае или вообще в целом, как вот может быть бисексуал в я извиняюсь, в моногамных отношениях. То есть получается, что он должен встречаться отдельно, сначала ну, там, с парнем, потом с девушкой. То есть он не может одновременно свои потребности удовлетворять. Вот если Ну, Тому подожди, тут же захочется говорится женщины. про то, что он влюбляется в человека, а не в пол. Ну вот на сегодняшний день вот у него такая влюбленность. Это как-то называется, тоже есть такая градация, когда неважно какой пол. Пансексуал, да. Вот да, я Да, хотел узнать вот пансексуал. эту разницу. В чем разница между пансексуалом и... Ой, мне кажется, Том скоро... Мне даже чат GPT не смог объяснить, я так и не понял, в чем Я разница. тоже Там не понял, слишком что какие-то тонкости, очень сложно. Слушайте, мне кажется, это подвязано на конкретную эмоцию, то есть в первую очередь у тебя есть сексуальное влечение к человеку из-за твоего отношения к нему, насколько я это понимаю, из-за его характера, из-за привязанности, а не из-за того, что у него там кубики на животе, либо огромный член, что-то такое. Ну, как я это интерпретирую. Бывает хороший человек и без кубиков на животе. Никто не спорит. А я понял, что пансексуальность и бисексуальность ничем не отличаются, просто бисексуальность это старое определение, когда делили на два гендера, а с развитием этой темы просто начали называть пансексуал, и по сути разницы нету. Вроде бы. Слушай, но вот, Том, сейчас у тебя отношения и секс с Марком, но с женщинами, с девушками ты предпочитаешь только секс или, возможно, и отношения, например, в будущем? Ну, в какой-то параллельной вселенной и отношения, да, в том числе. Ну, а ты предполагаешь, что, допустим, вот у вас сложатся ваши отношения с Марком до конца жизни, что вот вы будете жить все время вместе, и девушек у тебя никогда не будет. Ты типа ок с этой мыслью? Блин, ну отношения это всегда компромисс, то есть ты встречаешься с человеком, у которого вот такое тело, и ты уже априори не будешь встречаться с человеком, у которого там другой размер груди, другой размер члена. Поэтому это в любом случае компромисс, и да, это мой компромисс. Окей, я его принимаю. Я загуглил только что чата GPT, в чем отличается бисексуальность и пансексуальность. Вкратце попросил, а не вот этими сложными штуками. Короче, бисексуальность — это когда парень чувствует влечение как и к члену, именно вот к половым органам, что вот он хочет хуя или хочет пизды, и вот он прям хочет вот эти вот гениталии, хочет вот это вот. А пансексуал, ему похер на какие у него там гениталии, ему главное какой человек. То есть бисексуал испытывает сексуальное влечение, потому что он хочет полизать пизду или пососать член. Вот, ну, именно вот сексуальные вот такие вот штуки. Возбуждает конкретно пол, гениталии, вот это все. Пансексуальность, ему без разницы, что у тебя между ног, его возбуждает просто человек. Вероника Степанова в чате. Без раз не Дайте ему общался, хуя, поэтому. такая пизда. Да получается, что Том пансексуал тогда, потому что он открыт и к отношениям в том числе же с девушками. Ну вот, зная теперь эту информацию, ты бисексуал или пансексуал? А пансексуальность исключает бисексуальность, получается. Нет. Нет, она включает. Как бы пансексуальность — это, по-моему, Но выше. нежелание определенных гениталий. То есть пансексуализм не подразумевает гениталий. Это чисто человеческие отношения. Там, ты влюбляешься в человека. Я Ну, думаю, секс раз ты тоже смотришь- возможен. Я думаю, что раз ты не, смотришь в любом порно с случае он девушками, возможен. все-таки ты бисексуал. Потому что хочется на вагину посмотреть, видимо. Но я влюблен не в его член, я влюблен в его душу, но при этом круто, что у него есть такое тело, какое оно есть. И оно меня привлекает. Кто я? Да, хз, решайте. Но мне кажется, пансексуал все-таки. Окей, принято. Мне кажется. Слушай, но если вот говорят, что геев там их сколько, там 5% населения, да, в мире Мгм. всего или что, то пансексуалов получается
Еще Подожди, можно я перебью? Как они это могут посчитать? Вот у меня лично никто не спрашивал, геи или нет, и я У вот меня в этой 80%, да, статистике почему-то, или нет. геев на моей Ну, я имею в улице. виду, меня ж никто не спросил, и я вот там в этой статистике, может, и не числюсь, и таких много. Как они это посчитали, я вот не Ну, понимаю. Ну, они это есть какие-то опросили специальные миллион узконаправленные человек, исследования. Это не так, что типа они опросили всех жителей весь планеты и мир. такие, о, блядь, столько-то геев. Ну, это не так работает немножко. Случайно выбор. Ну, ты Ну говоришь, да, опросили 100 человек, окей, знаешь, они Ну, не могут 100, это... миллион, например. Миллион. Ты не попал в тот миллион, да. ну да, Вот, условно подожди, ну миллион просто они человек. могут даже спросить у миллиона Навыхина или у миллиона в Барселоне, и как бы статистика от этого Нет, ну может просто в отличаться. больших городах все равно концентрация все равно больше. А там, скажем, в каких-то маленьких городах, потому что геи чаще всего уезжают из маленьких городов, потому что перетрахались уже со всеми местными геями. Со всеми И двумя уже геями. да, и уже нужно новое мясо. Хотя я знаю такую историю, когда Мясо или место? мясо. Я знаю такую историю, но это очень давнишняя история, практически из моего детства, когда человек и в маленьком поселке не смог себе ничего найти и в итоге покончил самоубийством. Взрослый человек. Об этом никто из соседей не рассказывал, но когда я уже потом там был уже в возрасте, мне намеками мне рассказали. Ты Типа у нас все сегодня знали, никто об этом. хедлайнер, ты сегодня у нас хедлайнер позитивных тем, уже второй выпуск подряд. Поэтому мы здесь, чтобы люди не Ну, это, сидели дома, ну, а это Ответить сразу, что мне кажется, это независимые друг от друга исследования, и просто, ну, то есть это же не сразу, знаешь, там в одной стране исследовали, в другой, и все совместили. Мне кажется, что там в один момент там в Америке сделали исследование, потом по Европе, и потом как-то все складывается, исследования там суммируются, возможно, как-то, я не знаю, параллельно проверяются, и потом делается какой-то из этого, ну, вывод. То есть, мне Я кажется, понимаю, я к тому, что мне кажется, это не совсем достоверная информация. Ну, допустим, ну, окей. статистика это наука, но она не точная. да. Ну вот у меня просто мысль о том, что есть гетеросексуальные люди, их большинство, они знают, как у них все устроено, мужчина, женщина и так далее. Есть, например, геи, да, которые, ну, типа, гей с геем окей. Но когда, например, человек пансексуал, то есть мне кажется, что когда вот есть какой-то дополнительный такой вот еще какая-то штука, то это как будто бы усложняет отношения, свидания, секс и все остальное. То есть как будто бы вот как, например, Марк отнесся к тому, что Том ему сказал, что а вот я бисексуал, я люблю и тех, и других. И вот что? И как ты, Марк, на это отреагировал, например? Я такой, охуенно, я наконец-то могу отрастить волосы. Супер, делаем. Серьезно. Ну да, потому что я планирую, ну, я хотел всегда отрастить волосы, типа, длинные. У меня была такая, как бы, идея, но из-за того, что я там находился в СНГ пространстве, во-первых, во-вторых, в отношениях, где партнер хотел от меня больше, ну, какой-то мальчиковости, мужественности. Ну, у меня была там короткая стрижка. Я носил там обычную мужскую одежду, то есть ничего такого. А в момент, когда мы с Томасом об этом поговорили, и я посмотрел, на кого он подписан в Твиттере, я такой, о, ну супер, я могу отрастить волосы и, возможно, носить какую-то интересную для меня одежду. Ты знаешь, есть ощущение, вот мы говорили в предыдущих выпусках там про длительные отношения, там 10-20 лет и так далее. Вот ощущение, что вот если Том, он такой то вашим, то нашим, я не знаю, как это назвать, но ему и те, и другие нравятся, то как будто бы ваши отношения становятся более, как сказать, уязвимые, да, то есть, ну, может быть, нестабильнее в том, что Том через какое-то время Ревновать не захочет... приходится в 2 раза больше. Да, Слушайте, ну, мне кажется, это достаточно глупый вопрос в том плане, что, например, в гей-среде, ну, по-моему, изменяют там как-то, контактируют с третьим человеком чаще, чем в гетеросексуальных парах, как, ну, на мой взгляд. И мне кажется, тут конкретно все зависит от человека, от ситуации. И, ну, не знаю. То есть у меня было больше рисков, когда я был в паре с геем, потому что мне изменяли в тех отношениях. И, то есть были запросы на тройничок, были какие-то вот эти вот сподвижки в ту сторону.
А в этих отношениях, ну, все немножко иначе. Поэтому Ну, мне кажется, что тут конкретно от человека зависит. но мы же понимаем, что вот ты, Марк, Тому не можешь дать все то, что вот он хочет, потому что он хочет немножко больше, чем есть у тебя в арсенале. Ну, я говорил то, что отношения это в любом случае компромисс, и он может быть и таким тоже. Слушай, ну А какой мне тоже компромисс со иногда стороны Марка? хочется 2 хуя, но я же не такой: "О да, давайте делать". Ну нет. Нет, почему нет? Давайте делать. Нет, Снимаем камер-мотор. потому что отношения мне дороже, чем, ну, типа, члены, рандомный секс. Ну, то есть я не говорю, что я сижу и такой мечтаю о 2 членах, но, типа, я не знаю, ты смотришь порно, такой: "О да, прикольно". Ну, то есть, ну, я же этого не делаю. Тут, наверное, то же самое. А что ты говоришь, Стас, по поводу компромисса? Ну вот я хотел спросить, какой компромисс со стороны Марка, но вот он только что сказал. Минус член. Не, ну, типа, у меня и в тех отношениях такого особо не было. Ну, был какой-то опыт, но не так, чтобы прям постоянно. Ну, я просто говорю, что мне кажется, в каждых отношениях ты идешь на компромисс. Вот, например, из вас кто-то будет в отношениях, да, например, Олег, и ты там увидишь какого-то классного чувака в спортзале и захочешь с ним поебаться, но, типа, ты будешь в отношениях, моногамных, и что ты можешь с собой поделать? Ты, у Не тебя могу уже этого ты перед представить. выбором, либо ты верен своему партнеру, либо ты идешь заниматься сексом. То есть, ну, если ты в Я верен отношениях, всем своим партнерам и иду занимаюсь сексом. ты сделал свой выбор, видишь? Слушайте, ну вот еще есть такое ощущение, что когда люди говорят, что они бисексуальны, это такой вот, особенно в российских реалиях, да, это такая возможность, ну, как бы обойти острые углы, вот, как будто они сами себя предохраняют. Вот как маска на лице, ты понимаешь? То есть, вот, Сас, как ты думаешь, как понять, что все-таки Том, он гей, а не пансексуал? Вот фиг проверишь, ведь правильно? Вот он Подожди, как назвал себя, так и будет. нет, а у меня вот еще вопрос. А возраст тоже секрет, тайна? До 30. Ну, до 30 это 21, до 30 29. Да. Давай больше 25 или меньше? Больше 25. Ну, до 30. Но это все равно еще молодой. Знаешь, у нас есть некоторые, которые в 35 понимают Согласен. до конца, поэтому это... Ну, вот сегодня Да. он чувствует себя так комфортно. Может, потом проснется, его ёбнет, и он такой, блядь, все, я гей. Ну, я задавал себе эти вопросы, не гей ли я. Ну, нет, меня привлекают женственные черты. И, опять же, как объяснить лесбийское порно, которое я в том числе и смотрю? Ну да, Я вот могу лесбийская, да. посмотреть лесбийское порно, чтобы убедиться, что это самый скучный секс, я вообще не понимаю, какое у них там удовольствие. И Я, лесбиянки кстати, не смотрят проводил. гей-порно. Я, кстати, не проводил эксперимент, не показывал ему ой, лесбийское порно и не проверял, стоит у тебя или нет на это. Ну, мы, кстати, часто смотрим фильмы, и ты делаешь какие-то комплименты парням в фильме, а я даже не замечаю то, что эти парни могут быть, ну, симпатичными, потому что они слишком мужественны. И меня это никак не привлекает. Вам Слушай, а нужно азиаты, смотреть RuPaul Drag Queen. тебя не привлекают, кстати, Том? Случайно? Скорее азиатки. Ну ты даешь. Это Да. был один из моих главных фетишей очень долго. Он Это реализовался? будет тоже парень, ну Нет. просто манерный, женственный, вот, ну как бы такой, ну парень, азиат. Да, такое привлекает. Ну, неважно, он азиат или не азиат в данном случае. Слушай, а вот я просто не знаю, как воспринимается, вот, да, вот мы часто говорим про камин-аут как гей, а ведь, в принципе, может быть камин-аут как бисексуал, да, и почему-то такое ощущение, не знаю, я давно ехал из России, что как будто если ты говоришь, что ты бисексуал, то принимается как-то проще или, Мне ну, кажется, типа, это ну, воспринимается, как будто ты гей, поэтому... ты думаешь? А мне кажется, что воспринимается то, что, ну, ты все равно, типа, иногда можешь там встречаться с девушками, женщинами и, типа, может быть, даже И в когда-нибудь родить российском ребенка. сообществе бисексуал это тот же самый гей, потому что ебешься в жопу. Потому что ты Всё, с парнями простите. ебешься, да, неважно, что у тебя там в другое время, мне кажется. Да, это то, что они,
Ну, общество наше прощает лесбийские отношения, но не прощает там гей-отношения. Мне кажется, это вот так вот Ну да, работает. согласен. Поэтому я говорю, все, в жопу ебешься, получите, распишитесь. Ну, там же еще достаточно эта культура, как и тюремная, связана с этим, мне тоже кажется. Поэтому... А вы, если вы вот живете, я так понял, в Польше, а хотели бы переехать в другую страну и пожениться, например? Да, это в процессе, в планах в Мне вообще тоже ближайшее сделали будущее. предложение. Поздравляю. Что? Да. Вау! Вау, мы вас поздравляем. Хорошо, а Поздравляю. детей хотелось бы, если все вот так вот все феерично дальше будет идти? Ну, это есть в одной из версий моего будущего, но желание пока что не появилось уж точно. В Ну, ближайшие понятно, 10 пока лет еще точно. молодые. Ну, вообще, я имею в виду, ну, вот вот в фантазиях есть такое, блин, вот классно было бы пожениться с Марком, переехать в какую-нибудь условную Испанию, там, Францию или там еще куда-то, завести ребятишек, вот памперсы им обосранные менять потом. Да, да. Ну, у меня есть. То есть я вижу через 20, что у нас есть ребенок. А у Тома? Да, ну да, я говорю, в одной из версий будущего, да, такой исход я вижу тоже. Слушайте, а могли бы вы жить еще с женщиной втроем? Или Марк замещает Марку всех? она зачем, Марк за простите? Знаешь, говорится, две хозяйки на кухне, это к беде. Ну, я просто, понимаете, я как полиаморный, я все ищу какие-то треугольники, квадратики, чтобы было больше, чем два человека. И если у Томаса такие запросы есть, ну, как бы, я-то вообще не человек не ревнивый, я всем говорю, да, пожалуйста, делай, что хочешь, и своим бойфрендом в том числе. То есть, ну, вот, я бы и с женщиной, честно говоря, попробовал бы. Ну, не женщина, а именно, чтобы был парень, А ты пробовал вообще с девочка, женщинами? да, Мгм. да. Не Парень, пошло. девочка и я. Этим. Марк, а у тебя было с женщинами когда-нибудь? Ну да, да. В раннем подростковом ну в раннем, не то хотел сказать, в подростковом возрасте, то есть там между 16 и 20 у меня даже отношения были с девушками. Ну, то есть, как бы, ну, вот я вот по классической русской схеме, что мы все вот проходим этот путь, и Слушай, но у потом... меня не было этого пути в том плане, что я прям вот с такого осознанного возраста, когда ты уже осознаешь себя, там начинаешь свое тело исследовать, я как бы осознавал, что мне нравятся парни. Но я не знаю, то ли эта культура так толкала, что в школе мне там нравилась девочка, и она мне просто нравилась. И мне хотелось проводить с ней время, и я там такой, надо с ней завести отношения. То есть у нас там был и секс, мы целовались, все было окей в этом плане. Но даже находясь в отношениях с ней, у меня не было такого, что типа я отрицаю то, что мне нравятся парни, да. И я за счет женщин боролся со своей ориентацией поначалу и пытался убедить, что нет, я не Ну, такой. я то же самое делал. Но Я то же потом думаю, самое. что У бороться, меня бесполезно. такого не было. Мы целовались с девочкой, а потом я приходил домой и мастурбировал на гей-порно. Ну, то есть, Добрый вечер. ок. А Коля, у тебя есть какие-нибудь вопросы по поводу бисексуалов? Свои наблюдения? У меня просто свое мнение по поводу бисексуалов. Считаю, что это мужчина, который в основном живет с женщиной, ну, в отношениях, и погуливает с парнями. И чаще всего там и дети. Вот недавно мне там писал один, у него 3 детей, и удивлялся, почему у меня нету. Потому что мне не надо, бодливой корове Бог рогов не дает. Типа, нет, ты понимаешь, вот я понял, что я все-таки гей, но я не могу никуда там своих детей деть, и все такое, ну, странно. Нет, подожди, но это про несчастных мужчин, которых таких большинство в России живет. Ну, Ну, а если таких в большинство, другие да, места, да. Которых вот культура загнала в ловушку, они уже завели семью, детей, и они просто не могут И как бы это не все культура, двинуть. это все-таки неуверенность в себе. Или вы и помните какие-то, такое? Все ж, какое-то, наверное, может быть, смотрели «Секс в большом городе». Мгм. Ну, А, Там была одна серия, когда Кэрри познакомилась с молодым парнем, у них было все шикарно, а потом они приходят в клуб, и как-то он так с парнем с каким-то поздоровался, она такая, это кто? Говорит, да это мой бывший. Она такая, блядь, что? Он такой, ну я би, ну вот типа тогда с ним встречался, сейчас вот с тобой ну да, встречаюсь. там была драма такая, я помню. И она охуела из-за своих вот ментальных вот этих штук, и как бы с ним рассталась, потому что она вообще не Да. понимает, как это может быть. Ну, это я говорю, что для меня мужики и би – это
которые в основном живут как бы с женщиной или в отношениях, или там между отношениями, но периодически встречаются с парнями. Если Том случайно вдруг тебе изменит, с кем будет проще простить измену, с мужчиной или женщиной? И так, мне будет неприятно. Мне похуй. Ну, это Ну, понятно. Ну, как а будто что Меня со бы... мной больше, изменит? подождите, меня больше заденет тот факт, что как бы он не пришел, не поговорил со мной, что он хотел бы там, знаешь, типа наши отношения открыть или попробовать новый опыт. Он втихую такой пошел, поебался, и я еще это как-то узнал. То есть меня конкретно этот факт заденет. То есть не суть, с кем он спал. Суть в том, что Потому он что я спал. иногда с подружками общаюсь на эту тему. Говорю, прикинь, тебе мужик придет и скажет, там, изменил, там, с парнем еще вдруг, не дай бог. Да, это прикольно. И они Считать ли все, это изменой или нет? и они все говорят, что с парнями им будет принять проще, потому что она понимает, что он пошел за членом, которого у нее нет. И Да. поэтому, типа, И ну, здесь то же окей. самое, как будто бы А должно здесь быть. как будто бы то же самое, да. Ну, я понимаю, что это измена в любом Есть, случае. есть Ну, бабы, типа, которые алкоголь там и наоборот так далее. воспринимают, типа, что, меня на какой-то хуй поменяли? Такое у меня, я тоже спрашивал несколько раз девок. У меня есть история на этот опыт, что я знаю чувака, у которого семья, дети, он живет с женой, его жена знает, что он спит с мальчиками, у них нет сексуальной жизни, но они как бы ведут вот совместный быт, живут вместе, а он где-то там с кем-то встречается, с кем-то периодически там ночует, и все окей. Ну, значит, всех все устраивает. Денег дает, зарабатывает, воспитывает детей хоть как-то. Женщины много идут. Жалко их. Но мы немного обсудили в начале отношений с Марком то, что третьего человека в наших отношениях не будет. Да? Ну да. Слушайте, Такой уточнил, да? уточнил. Вообще, Определяет формата. вообще, конечно, можно сейчас задать любой каверзный вопрос, потому что у нас уже, в принципе, была как минимум одна пара в эфире. А тут у нас вторая пара. Но они, ну, я говорю про Диму с Васей, они просто в отношениях там У них 16, по-моему, открытые лет. отношения. А? У них открытые отношения. Да, кстати, у них открытые. Стас, давай сделаем закрытые отношения Марка и Тома прямо здесь, сейчас в эфире открытыми. Зачем? Мы так вот покажем. Ну, а прикинь, как будет прикольно. Смотри, у них такие приоткрытые, ты можешь зайти в Твиттер и посмотреть все. То есть, ну, как бы, там дверь не настолько закрыта, как ты думаешь. А что там? Лайкать немножко. Немножко последить можно, Но да. они дают подглядывать свои отношения, поэтому я говорю, приоткрытые. А, ну Там замочная нет. скважина большая. У Марка. А вот секс-игрушки, например, какую-нибудь искусственную вагину, там что-нибудь у вас такое есть? Ну, чтобы Кстати, да, хоть как-то закрывать имитировать. потребность. Я не тоскую по вагинам. То есть меня все устраивает в отношениях. Мне не нужна имитация вагины, потому что меня сексуально Марк полностью устраивает. Ну, хорошо, а секс-игрушки используете какие-то для разнообразия? Да, но они не имитируют женщину ни в коем У образе. нас нет резиновой вагины. Какая-то статистика, какая аудитория вас смотрит? Это такие же бисексуалы, или это геи, или вот кто? Слушай, ну на Порнхабе не показывает ориентацию Ну, я зрителя имею в на виду, может, самом они деле. пишут какие-то комментарии, по ним там как-то можно понять или что? Ну, в чат-рулетке. Да, кстати, в какой чат рулетки? Мы как-то пробовали вот это онлайн-трансляцию, ну, типа давно. И если Мгм. там, например, брать выборку, то там нас смотрели и женщины. Меня. Ну, тебя. Ну, была еще какая-то женщина. Ну, короче, некоторые женщины были. А, но в основном это мужчины. Но я не знаю по Но поводу мужчины, их типа, они ориентации. какие-то, как натуралы или как геи, ну, или Слушай, я не непонятно. знаю. Ну, нет такой выборки. Никто не пишет, что он там бисексуал, когда тебя просят включить на Ну, мне, камеру. мне кажется, многие геи на этих стриминговых платформах, они пишут, что они бисексуалы, чтобы как будто бы привлекать и тех, и других. Не, ну, может, просто, знаешь, приходят еще просто мужики, которые сама у него за стенкой жена и дети, и он зашел в туалет хоть посмотреть, пофантазировать, там, подрочить на это. Мне кажется, что Марка смотрит активы, которые хотят его, а меня смотрят пассивы, которые хотят меня. Как-то так это работает.
Ну, наверное, да. Стас, ты уже захотел Тома? Не отвечаю на такие вопросы. О, это первый вопрос, на который Стас Да не ты у нас ответил. потек сразу, как только увидел. А что в этом плохого-то? Да я не говорю, что плохо. Марк, расскажи, какие ты там делаешь чаты, нас будут смотреть люди, у тебя там всякие в телеграммах горячие мальчики и все остальное. Расскажи еще раз. Ну, мне кажется, что актуальным будет это просто там, где какой-то солянка из порно, из открытых источников. Я, кстати, не ворую контент, потому что считаю это зазорным. А есть еще чат, но его фишка в том, что ты туда не можешь ничего написать, ты можешь только прислать материал, типа видос или фотку. И таким образом ты делишься каким-то, ну, своим порно, там вы ставите реакции друг к другу. Там не то чтобы много подписчиков, но мне кажется, что это достаточно такая интересная тема. Там в основном русскоговорящие эти Да, да, подписчики. да, да, в основном русскоговорящие. А вы YouTube не Так, ведете? ну, вместе нет, я веду, но я так только начал и редко туда что-то выкладываю, но я не там не скорее не про свою жизнь, а просто про какие-то разговорные видосы пока что. Ну вот, мне кажется, когда Том созреет снять маску, я вам уже сценарий рассказал, как можно. Ну, только после Мне кажется. получения паспорта Евросоюза, возможно. А Том, тогда ты откроешься, когда ты получишь гражданство в другом месте или там беженство? Вы как планируете, куда вообще планируете переехать? Мы планируем в Норвегию. Да, мы планируем Норвегию, потому что в Польше, ну, все это не легализовано, не признается. Ну, в том плане, что признается, но не особо Ну, там, приветствуется там не обществом. разрешены гей-браки, я И знаю. нельзя брак заключить, да. А мы планируем в Норвегию в будущем. И вы А хотите как, тоже как беженцы или по какой-то другой программе? По работе. Просто, да, М. легализоваться, приехать с рабочим договором и начинать легализовываться. предложение, которое тебе сделал Том, это оно как бы в рамках какой страны тогда получается? Ну, говори. Ну, это предложение просто, чтобы ускорить процесс официального Ну, типа, официального. мы Вот, можем кстати, поехать еще в вот Германию, такой, например, заключить брак. разве можно нерезидентом? По-моему, да. Нет, Дания, Португалия. Дания, Вот, я хочу Португалия. сказать, в Данию точно можно прилететь, там Мгм. пожениться нерезидентом, и этот брак будет действителен на всей территории Евросоюза. У И меня поэтому, когда документ вы на уже 4 приедете в ту же языках. Норвегию, уже женатые, у вас проще будут все вот эти вот Бумажки, документальные да-да-да. истории. Да, вот, и мы планировали, ну, пока не выбрали Португалию или Дания, но в целом мы планируем, наверное, за следующий год это решить. Думаю, до конца этого года. Ну, Томас говорит до конца этого, но я чуть не уверен. Ну, вот Слушайте, Дания, Китай, там не проблема, туда-сюда и быстренько. Ну да. а я правильно понимаю, что Томас это же тоже псевдоним, да? Ну, конечно. Я вот даже не подумал, что это... Да. Ну, ребята, совет да любовь. А что, вот ты посмотри, сделал предложение, все хорошо. Не знаю, Стас. Мне кажется, такая жизнь скучная. Мне лично такая жизнь скучная. Вот. Хотя, Слушай, ну, у каждого свои потребности. Я просто не представляю там себя через 10 лет. Ну, условно, если бы Томаса не было в моей жизни, да, и как-то сложилось, что я бы там переехал в Польшу один, у меня бы не было отношений, я бы тут никого не нашел и вел такой свободный образ жизни. Наверное, ты к одиночеству привыкаешь, но просто у меня не тот, ну, то есть я к такому не привык, и я, если смотрю вот там через 30 лет, где я себя вижу, я там вижу себя в каком-то маленьком домике в отдаленном городе, где есть природа, мой человек, там кот, собака и, возможно, ребенок. И все. Ну, то есть у меня как бы к этому уже как будто есть дорожка, по которой я иду. Наверное, от этого тоже зависит. да, тогда ты все правильно делаешь, соответствует твоей цели. Коля, а ты бы хотел жить за городом, в доме со своим любимым человеком? А он в квартиру Это, пускать никого не хочет. были такие планы, когда мы собирались во Францию, у нас там было где жить, и мы хотели купить на берегу океана маленький домик. У меня очень много навыков, которые можно было реализовывать и немножко зарабатывать. Но сейчас не вижу. Стас, а ты все-таки городской, да, человек? Тебе нужны технологии,
Ну, удобство. нет, подожди, ну если говорить про какую-нибудь Испанию, там, например, вот есть Барселона, да, как там классный город, современный мегаполис и так далее, и там можно чуть-чуть подальше отъехать, там 10 километров, и жить на берегу в тишине. Так еще ок, когда есть доступ к цивилизации. А уехать именно куда-то в деревню, пасти коз, нет, мне такое не хочется. Не, ну вы так представляете, что Не, ну какая-то пасти коз деревня я на тоже не отшибе России. Я говорю про, ну, какое-то поселение, там, может, 50 километров от большого города. То есть дом со всеми удобствами, с канализацией, с интернетом, с водой. То есть, ну, Нет, это же не так да, говорит, но что мы когда будем все равно жить С есть козами. опыт подать до цивилизации. ну, типа, Европейские деревни тоже достаточно навороченные. да-да-да, не то, что вы выезжаете за 100 километров от МКАДа, и там мрак. Мгм. Я просто люблю, когда много людей, так чувствую, что жизнь кипит. А вот у Это меня правда. наоборот, я стрессую, когда вокруг много людей, и меня это нервирует. Вот она в Ну, чем мне кажется, разница. комфортнее именно городская жизнь какая-то. Когда есть выбор там из 10 маков, какого сегодня пойти, или там из 5 кинотеатров. Мне вот такого больше нравится. А, так тебе Ну, нравится удобно. больше город. Ну, да, но в Во- целом пригород тоже неплохо, но в целом меня больше город привлекает. Да. Вот интересно, как они этот вопрос будут решать в дальнейшем. Вот Машины, я говорю, просто найду берешь где-нибудь машину и рядом с едешь. городом. Ну, Мы будем завершать. Я, во-первых, рад тебя видеть, Марк, снова с нами. Спасибо, что пригласил Томаса, потому что, по-моему, вообще среди всех, кто у нас тут был, у нас все были только геи, а вот тут, здрасте, бисексуал. И надеюсь, что мы ответили на какие-то вопросы, и я тоже отчасти соглашусь с Колей, что у меня такие, наверное, были схожие представления о бисексуалах, хотя вообще, в принципе, мало каких-то представлений. Да, но на самом деле немножко стало более понятно, как это работает с точки зрения физиологии, химии там и вообще отношений. Друзья, подписывайтесь на странички, на профили Марка и Томаса. Вот, у них там действительно хороший контент. Вот, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на этот YouTube-канал, заходите на канал к Стасу Троцкому. Вот, а мы с вами увидимся уже в следующих эпизодах. На этом